Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие красивые слитки. Слитки очень красивые, хорошо смотрятся на ножке, сидят отлично. Данные слитки идут без шва на подошве. Подошва идет цельно вязаная. Шов только идет один по подъему. Слитки я вязала таким вот интересным узором. Такой узор я уже снимала у себя на канале. Если вам заинтересует он, я ссылочку оставлю ниже в инфобоксе. Там я этот узор вязала однотонным. В данных слитках мне захотелось этот узор сделать двухцветным. И очень красивый результат получился. Данные слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Вязала спицами 3,5 миллиметра. Слитки состоят из вот такой вот заготовки. Изначально я вывязываю вот эту часть слитков. Для всех размеров взрослых слитков будет идти одинаковый. Если в сантиметрах, это 10 сантиметров. Далее я начинала вывязывать наш мысочек. Мысок мой примерно 11,5 сантиметров. Данные слитки я вяжу на размер ножки 38-39. Регулировать размер ножки нужно вот этим именно мыском. Количество кромочных петель, которые у нас идут по краю мыска, равно количеству набранных петель, когда мы вязали подъем наш и поднимали все петли по контуру нашей заготовки. То есть, если вам нужен размер поменьше, тогда вы в мыске рядов вяжете поменьше, и размер у вас получится меньше. Если вам надо слитки на больший размер, тогда вы в мыске вяжете рядов побольше, и размер у вас будет больше. Далее, когда я вывязала мысок, я связала 5 платочных дорожек подъема. Далее нам нужно будет связать цельновязанную подошву и сшить следок. Слитки вяжутся очень просто, а получается очень красивый результат. Данную заготовочку вы можете в процессе вязания примерять на свою ножку и ориентироваться с размером. Если вам понравились данные слитки, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я наберу 48 петель. Набираем на 2 спицы, чтобы край наш был более эластичным. После того, как мы с вами набрали все петли, мы приступаем к вязанию первого ряда. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, и далее все петли вяжутся изнаночными. Последняя кромочная петля также вяжется изнаночной петлей. Довязываем ряд до конца самостоятельно. Второй ряд. Первая кромочная снимается петля и вяжем все петли лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей. Третий ряд. Кромочная петля снимается, и далее мы вяжем 6 лицевых петель. Следующие 2 петли нам надо снять, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Данные 8 петель являются раппортом узора в ширину. Повторяем. 6 лицевых петель. 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. 6 лицевых петель. 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Итак, мы вяжем ряд до конца. В самом конце у нас будет 6 лицевых петель, и потом будет идти кромочная, мы ее вяжем изнаночной петлей. Приступаем к вязанию четвертого ряда. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, и далее вяжем 6 изнаночных петель.
Следующие 2 петли нам надо снять не провязывая, рабочая ниточка в изнаночных рядах будет за работой. Повторяем: 6 изнаночных петель, 2 петли снимаем не провязывая, рабочая ниточка за работой, 6 изнаночных петель, 2 петли снимаем не провязывая, рабочая ниточка за работой. Итак, мы повторяем до конца. 6 изнаночных петель, 2 петли снимаем, рабочая ниточка за работой. В самом конце у нас будет 6 изнаночных петель, и потом будет идти кромочная, мы ее провязываем изнаночной петлей. Вяжем самостоятельно ряд до конца. Приступаем к 5-му ряду. 5-й ряд вяжется так же, как мы вязали 3-й. Первую кромочную петлю мы снимаем и далее вяжем 6 лицевых петель. Две петли снимаем не провязывая, рабочая ниточка перед работой. 6 лицевых петель. 2 петли снимаем не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И таким же образом мы с вами довязываем до конца ряда. В самом конце у нас будет идти 6 лицевых петель, и кромочная петля вяжется изнаночной. Далее 6-й ряд идет. Первая кромочная снимается, и 6-й ряд мы с вами вяжем так же, как мы вязали 4-й. 6 изнаночных петель. Следующие 2 петли мы снимаем не провязывая, рабочая ниточка за работой. 6 изнаночных петель. 2 петли снимаем не провязывая, рабочая ниточка за работой. И также мы с вами будем повторять до конца ряда. В самом конце будет идти 6 изнаночных петель и кромочная. Далее идет 7-й ряд, и 7-й ряд мы вяжем так же, как 3-й и 5-й. Первую кромочную мы снимаем петлю, 6 лицевых петель. 2 следующие петли снимаем не провязывая, рабочая ниточка перед работой. 6 лицевых петель. 2 следующие петли снимаем не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Таким же образом мы с вами довязываем ряд до конца. После того, как мы с вами вывязали 7 рядов нашего узора, мы будем присоединять ниточку другого цвета. У меня будет идти ниточка фиолетового цвета. И далее наш узорчик будем вязать ниточкой фиолетового цвета. Прикладываем ниточку фиолетового цвета. Первая кромочная петля будет провязываться лицевой при смене цвета. И далее в 8-м ряду мы вяжем все петли изнаночными. Последняя кромочная петля вяжется также изнаночной. Петли, которые мы снимали не провязывая, мы их также вяжем изнаночными. После того, как мы с вами ввели в работу фиолетовую нить, желтую нить я не обрывала. Я ее буду поднимать в каждом лицевом ряду, перекручивая с рабочей нитью, чтобы не образовывалось сильно больших протяжек. Так как у нас следок идет двухцветный, чтобы много кончиков у нас не образовывалось, мы ниточку никакую не обрываем. Получается, с 1 по 7 ряд мы вязали ниточкой желтого цвета, с 8 по 15 ряд мы будем вязать ниточкой фиолетового цвета. Далее у нас идет 9 ряд, и в 9 ряду вяжутся также все петли изнаночными. Первую кромочную петлю я снимаю и вяжу все петли изнаночными. Последняя кромочная петля также вяжется изнаночной. Довязываем 9 ряд до конца самостоятельно. Далее у нас идет 10 ряд. И смотрите,
Ниточку желтую с фиолетовой перекручу, чтобы у нас не образовывалось сильно больших протяжек. Подняли желтую ниточку и приступаем к 10 ряду. В 10 ряду вяжем все петли лицевыми. Первую кромочную петлю я снимаю и далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Довязываем ряд до конца самостоятельно. Вяжем 11 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжу 2 лицевые петли. Следующие 2 петли я снимаю, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. С помощью вот этих 2 петель в начале ряда наши чешуйки сместятся и будут в шахматном порядке. Далее вяжем 6 лицевых петель. 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. 6 лицевых петель. 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И так мы продолжаем вязать до конца. 6 лицевых петель, 2 петли снимаем, не провязывая. В самом конце 6 петель лицевых я провязала. Далее 2 петли снимаю, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И в конце у нас остается 2 лицевые петли и кромочная петля провязывается изнаночной. Обратно перекрутили ниточку желтую с фиолетовой и продолжаем вязать ниточкой фиолетового цвета 12 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжу вот у меня по рисунку 2 изнаночные петли. Следующие 2 петли нам надо снять, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Далее 6 изнаночных петель. 2 петли снимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой. 6 изнаночных петель. 2 петли снимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой. И так мы вяжем ряд до конца. В самом конце у нас будет идти 6 изнаночных петель. 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. И в конце, как и в начале, 2 изнаночные петли. Последняя петля кромочная провязывается также изнаночной петлей. Довязываем до конца. 13 ряд вяжем так же, как и 11. Первую петлю снимаем, далее 2 лицевые петли. Следующие 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Далее 6 лицевых петель. 2 петли снимаем, рабочая ниточка перед работой. 6 лицевых петель. 2 петли снимаем, рабочая ниточка перед работой. Довязываем ряд до конца. В самом конце у нас 6 лицевых, 2 петли сняли, не провязывая, и 2 лицевые петли, как и в начале. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. 14 ряд, первую кромочную мы снимаем. Далее у нас идут 2 изнаночные петли. Следующие 2 петли я снимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Далее 6 изнаночных петель. 2 петли снимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой. 6 изнаночных петель. 2 петли снимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Таким образом довязываем 14 ряд до конца. В самом конце у нас будет идти, после того как мы снимем, не провязывая 2 петли, 2 петли изнаночными и кромочная. 15 ряд, кромочную петлю снимаем, далее 2 лицевые петли. 2 петли снять, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Далее 6 лицевых петель.
2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. 6 лицевых петель. 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Таким же образом мы с вами довязываем ряд до конца. После того, как мы с вами провязали 15 ряд, 16 ряд мы вяжем ниточкой желтого цвета. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена нити. И далее все петли я вяжу изнаночными. Те, которые мы снимали, не провязывая, также вяжем изнаночными. Таким образом мы с вами довязываем ряд до конца. Мы с вами вывязали раппорт узора в высоту 16 рядов. Далее мы будем самостоятельно повторять данные 16 рядов. Получается, желтой ниточкой мы продолжаем вязать до 7 ряда включительно. В 8 ряд мы начинаем вязать ниточкой фиолетового цвета до 15 ряда включительно. В 16 ряду также будем менять ниточку на желтый цвет. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали вот эту вот желтые чешуйки и фиолетовые. Мы должны с вами самостоятельно вывязать вот эти вот желтые чешуйки и фиолетовые. Встретимся, когда провяжем раппорт узора в высоту 16 рядов. И у нас будет на спицах, как у нас сейчас, петли желтого цвета. Я связала самостоятельно еще один раппорт. Получается, вот желтым я связала самостоятельно и фиолетовым цветом. И у меня сейчас на спице вот желтые петли. Я провязала 16 ряд с желтой нитью. Далее нам надо самостоятельно еще связать с 1 по 6 ряд включительно. Встретимся, когда провяжем желтой нитью с 1 по 6 ряд. В начале 7 ряда я провязала желтой нитью 6 рядов. Фиолетовая нить нам не нужна больше. Мы ее обрезаем и по изнаночной стороне прячем. Если померить в сантиметрах, наша заготовочка на данный момент 10 сантиметров. Слитки получаются вот такие вот высокие, и на ножке будут хорошо держаться. Далее мы с вами будем вывязывать мысок слитка. На мысок я отдаю центральных 16 петель. И по бокам у нас остается 16 также петель. Получается, мы нашу деталь делим на 3 части. Вот эта вот часть, которую мы связали, для всех размеров будет идти одинаковой. Сейчас мы 3 наших части перенесем на 3 разные спицы. Получается, на одной спице будет 16 петель, на второй 16 и на третьей 16. Я пересняла все мои петли. Получается, центральные петли у меня находятся на чулочной спице, а боковые, так как вот я вяжу спицей на леске, я переодела на спицу на леске. Если вы вяжете на чулочных спицах, у вас будет 3 спицы. Получается, боковые петли мы с вами не будем сейчас вязать, мы только будем вязать наш мысок, центральные 16 петель. Ниточку желтого цвета я также обрезала, она на данный момент нам здесь вот больше не нужна. И сейчас будем присоединять нитку вот с этого места. Получается, мы с вами вывязали весь 6 ряд, и сейчас у нас должен идти по рисунку 7 ряд. Продолжаем вязать 7 ряд. Первая петля у нас будет идти кромочная, и именно в мыске мы кромочные петли всегда будем снимать не провязывая. Даже когда мы будем менять ниточку на другой цвет, также мы снимаем не провязывая. Это для того, чтобы у нас сохранилось количество кромочных петель. Нам нужно будет потом поднимать все эти кромочные петли и вывязывать подъем слитка. Первая кромочная петля снимается, и далее вяжем по рисунку 6 лицевых петель.
Далее 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. 6 лицевых петель. Последняя петля будет идти кромочная, мы ее вяжем изнаночной петлей. Далее у нас идет 8 ряд, и как мы помним, мы в 8 ряду присоединяем ниточку другого цвета. У меня это ниточка фиолетового цвета. Получается, первую кромочную петлю мы снимаем, и далее все петли провязываем изнаночными. Те петли, которые мы снимали не провязывая, также вяжем изнаночными. Далее у меня идет 9 ряд. Первая кромочная петля снимается, и далее все петли мы вяжем изнаночными. Последняя кромочная также вяжется изнаночной. 10 ряд, первую кромочную петлю мы снимаем, и далее все петли вяжем лицевыми. 11 ряд, кромочную первую снимаем петлю, далее вяжем 2 лицевые петли, 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой, далее 6 лицевых петель. Две петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой, далее 2 лицевые петли и кромочная последняя. Вяжем 12 ряд, первую петлю снимаем, далее 2 изнаночные, 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая нить за работой, 6 изнаночных, 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой, 2 изнаночные. 13 ряд вяжем так же, как и 11. Кромочную снимаем, 2 лицевые, 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой, 6 лицевых, 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой, 2 лицевые, последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Далее 14 ряд, первую кромочную снимаем, вяжем 2 изнаночные, 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой, 6 изнаночных петель, 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой, 2 изнаночные петли и кромочная. 15 ряд, кромочную петлю мы снимаем, далее 2 лицевые петли, 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой, 6 лицевых петель, 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой, 2 лицевые петли, последняя петля кромочная. 16 ряд мы меняем ниточку на нитку желтого цвета. Первую петлю мы снимаем, не провязывая, и далее все петли мы вяжем изнаночными. Мы с вами довязали раппорт узора до конца. Теперь таким же образом, чередуя желтый и фиолетовый цвет, мы должны провязать желтая и фиолетовая полоса, это один раппорт, и второй раппорт. Получается 2 раппорта самостоятельно. Встретимся, когда мы свяжем вот эту фиолетовую полосу, и у нас будут на спице петли желтого цвета, так как в 16 последнем ряду мы будем менять ниточку на желтый цвет. Я вывязала 2 раппорта в высоту. Получается у меня желто-фиолетовый, это один раппорт, и еще раз желто-фиолетовый, это второй раппорт. Закончила ниточкой желтого цвета, так как в 16 ряду мы меняем нить на желтый цвет. Сейчас мой мысочек в длину примерно 10,5 сантиметров. Общая заготовка моя 20,5 сантиметров. И нам с вами осталось связать пол раппорта.
Размер регулируется именно вот этим мыском. Количество набранных петель, которые мы будем набирать по контуру, равно количеству кромочных петель. То есть, если вам надо размер поменьше, тогда вы мысочек свой вяжете поменьше. Если вам надо размер побольше, тогда в высоту мысочек ваш будет побольше. У меня размер 38, но данные слитки хорошо тянутся и подойдут от 37 до 39. Можете примерять на свою ножку, и нам осталось закрыть пальчики. Примеряйте на свою ножку в немного растянутом виде. После того, как я вывязала полных 2 раппорта, я ниточку фиолетового цвета обрезала и потом самостоятельно ее прячем по изнаночной стороне. И вязать далее мысочек мы будем только ниточкой желтого цвета. Приступаем к вязанию первого ряда раппорта узора. Первая кромочная петля снимается не провязывая, и далее все петли вяжем изнаночными. Последняя кромочная петля вяжется также изнаночной. Второй ряд раппорта. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли я вяжу лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее нам надо первую и вторую петлю провязать вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Для этого первую петлю я снимаю, вторую провязываю лицевой. Теперь первую петлю набрасываю на вторую. Мы с вами сделали убавление с наклоном влево. Далее вяжем 4 лицевые петли. Далее нам надо снять 2 петли, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Далее обратно 4 лицевые петли. Следующие 2 петли нам надо провязать вместе с наклоном вправо. Для этого я за верхние правые стеночки провязываю 2 петли вместе. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Мы с вами убавили 2 петли в мыске. Четвертый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее мы вяжем 5 изнаночных петель. 2 петли нам надо снять, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Далее обратно 5 изнаночных петель. Последняя петля кромочная. Пятый ряд. Первую кромочную я снимаю, и далее нам обратно надо убавить 1 петлю. Первую петлю я снимаю, не провязывая, вторую провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую. Далее вяжем 3 лицевые петли. Следующие 2 петли нам надо снять, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Далее обратно вяжу 3 лицевые петли. Следующие 2 петли я разверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. И провязываю 2 вместе одной лицевой петлей за правые верхние стеночки. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Шестой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее 4 изнаночные петли. Следующие 2 петли я снимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой. И далее 4 изнаночные петли. Последняя кромочная петля вяжется также изнаночной. Седьмой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее также мы сделаем одно убавление. Одну петлю снимаю, вторую провязываю лицевой, теперь снятую петлю набрасываю на провязанную. Далее 2 лицевые петли. Следующие 2 петли я снимаю, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Далее вяжем 2 лицевые петли. Следующие 2 петли я переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. И провязываю одной лицевой.
Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Далее вяжем 8 ряд ниточкой желтого цвета. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли я вяжу изнаночными. В последнем 8 ряду мы с вами ниточку на фиолетовый цвет не меняем. Общая заготовка моей детали составила 22 сантиметра. Примерно на убавке нам понадобилось 1,5 сантиметра. После того, как мы вывязали наш мысочек, мы теперь должны связать подъем. Подъем наш выглядит вот таким вот образом. Одна платочная дорожка у нас будет идти фиолетовым цветом, и 4 платочные дорожки будут идти желтым цветом. Присоединяем к самому краю ниточку фиолетового цвета, и я теперь буду вязать вот эти петли. Первая кромочная петля провязывается лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее все петли я вяжу лицевыми. После того, как мы провязали все вот эти боковые петли, теперь нам надо по мыску поднять все петли. Поднимать петли можно спицей либо крючком. Я буду поднимать крючком. В каждую кромочную петельку по мыску вводим крючок и поднимаем нашу рабочую нить. Вот таким вот образом. Далее поднимайте до конца самостоятельно. Если вы вязали такими же расчетами, как и я, тогда у вас должно получиться сейчас по этому краю 25 петель. Поднимаем петли все на крючок и сразу перенесем на нашу рабочую спицу. После того, как вы подняли все петли, у вас вот таким вот образом должно получиться. Теперь петли нашего мыска мы также провязываем все петли лицевыми. Петли мыска мы с вами провязали. Теперь таким же образом, как мы сделали здесь, поднимаем все петли по этому краю. И нам с вами осталось провязать боковые петли. 16 петель все вяжем лицевыми. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной петлей. После того, как вы подняли все петли, у вас вот таким вот образом ваша деталь должна выглядеть. Вяжем изнаночный ряд. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, и далее все петли я вяжу лицевыми. Таким же образом вы вяжете ряд до конца. Если вы вяжете, как и я, на круговых спицах и вам в некоторых местах неудобно вязать, делайте вот такую вот петельку, где вам неудобно. И далее вяжете. Довязываем ряд до конца. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Мы с вами связали изнаночный ряд, и у нас с вами получилась одна платочная дорожка фиолетового цвета. Теперь нам надо связать 4 платочные дорожки желтым цветом. Присоединяем ниточку желтого цвета. Первая кромочная петля будет провязываться лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее все петли я вяжу лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной на протяжении всего вязания. Таким образом мы с вами довязываем первый ряд желтой ниточкой, все петли лицевыми. И также нам надо связать еще 7 рядов. Получается, у нас должно быть связано с желтой нитью 8 рядов лицевыми петлями. Встретимся, когда вывяжем все 8 рядов. И у нас должно получиться 4 платочные дорожки с желтым цветом. Я вывязала весь подъем желтой ниткой. Получается, наш подъем состоит из одной фиолетовой платочной дорожки и 4 дорожки с желтым цветом. 5 платочных дорожек – это 10 рядов лицевыми петлями. Получается 2 ряда фиолетовой ниточкой и 8 рядов желтой ниточкой. После того, как я закончила вязать 8 ряд, я ниточку желтого цвета обрезала и по изнаночной стороне спрятала.
У нас сейчас только нитка фиолетового цвета. И далее, как мы видим на готовом слитке, нам нужно вывязать подошву и сшить следок. На данный момент у меня на спице 92 петли. На подошву я отдаю 14 петель. И по краям, получается, у меня остается по 39 петель. Приступаем к вязанию подошвы. Первая кромочная петля провязывается лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее нам нужно еще провязать 38 лицевых петель. Если посчитать вместе с кромочной, это получается 39 петель. Таким образом мы вяжем 38 петель. После того, как мы с вами связали 39 лицевых петель, мы начинаем вывязывать нашу подошву. Как я повторюсь, подошва наша состоит из 14 петель. Вяжем 13 петель лицевыми петлями. Далее у нас идет 14 петля подошвы и следующая петля 15. Мы эти две петли вяжем одной изнаночной петлей. Переворачиваем наше вязание. Первая петля будет идти как кромочная. И далее нам нужно связать вместе с кромочной 13 петель. Получается первая петля, вторая, третья, четвертая и так далее. Вот у нас идет 14 петля подошвы и следующая петля 15. В изнаночных рядах мы эти две петли вяжем одной лицевой петлей. Давайте еще раз повторим. Вяжем 13 петель подошвы. Кромочная петля первая будет идти, далее вторая, третья и так далее. Далее у нас идет 14 петля подошвы, последняя. И следующая 15 петля, мы эти две петли, так как это у нас лицевая наша сторона, вяжем одной изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и также вместе с кромочной мы должны провязать 13 петель. 13 петель я провязала, далее у меня идет 14 петля последняя и следующая 15 петля. Так как это изнаночная наша сторона, я вяжу эти две петли одной лицевой петлей. Получается, в каждом лицевом ряду мы 14 и 15 петлю вяжем одной изнаночной петлей. В каждом изнаночном ряду мы эти две петли, 14 и 15, вяжем одной лицевой петлей. И так мы вяжем до тех пор, пока у нас с каждого края вот здесь 5 петель должно остаться, и здесь 5 петель должно остаться. Встретимся, когда у нас с каждого края нашего слитка останется по 5 петель. Я вывязала подошву, пока у меня с каждой стороны спицы не осталось по 5 петель. Далее мы будем убавлять петли и боковые, и в подошве, чтобы у нас стало уже на пяточку. Первая кромочная петля будет сниматься, и далее вяжем лицевыми петлями, не довязывая 3 петель до конца подошвы. У меня осталось 3 петли подошвы. Я первую и вторую петлю провязываю вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо за верхние правые стеночки. Последнюю петлю подошвы и следующую боковую петлю я провязываю, так как это у нас идет лицевая сторона, одной изнаночной петлей. Перевернула вязание на изнаночную сторону, и также мы будем вязать. Все петли подошвы мы вяжем лицевыми, не довязывая 3 петель до конца подошвы. У нас осталось на спице 3 петли подошвы. Я первую и вторую петлю провязываю вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Вот идет последняя петля подошвы и следующая боковая петелька. Мы их провязываем также одной лицевой, так как это у нас идет изнаночная наша сторона. Итак, мы вяжем, убавляя в каждом
ряду по одной петле в подошве и по одной петле боковой. Получается, в лицевом ряду я одну петлю убавляю в подошве и последнюю петлю подошвы и следующую боковую петлю я провязываю одной изнаночной. В изнаночной нашей стороне также я убавляю одну петлю в подошве и последнюю петлю подошвы и следующую боковую петлю провязываю одной лицевой петлей. И так я убавляю петли, пока у меня не убавятся все боковые петли. После того, как я убавила все боковые петли, у меня осталось 4 петли на спице, и это все 4 петли подошвы. У меня сейчас идет лицевой ряд. Вяжем первую петлю, снимаем, вторую и третью петлю провязываем вместе одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, и теперь эти 3 петли нам надо все провязать вместе одной лицевой петлей. Для этого первую петлю я снимаю, вторую и третью провязываю вместе одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. И теперь первую петлю набрасываю на вторую. У нас получилась одна петля. Делаем петлю побольше, кончик обрезаем так, чтобы сшить наш шов. И продеваем кончик сквозь петлю. Затягиваем петлю, далее вдеваем кончик в иголочку и будем сшивать наш шов. Сшивать будем не закромочные косички, а сразу за кромочной косичкой идут вот дужки от платочной дорожки. Вводим иглу в дужку снизу вверх. И также делаем с другой стороны. Дужка первая от платочной желтой дорожки. Вводим иглу снизу вверх и вытаскиваем ниточку. Также мы сшиваем далее. Вводим иглу не в кромочную косичку, а сразу за кромочной косичкой идут дужки от платочной дорожки с одной стороны и с другой стороны. И так мы сшиваем все платочные дорожки. Встретимся, когда сошьем вот эту вот фиолетовую полосу платочной дорожки. И сшиваем здесь таким же образом. Вводим иглу сразу за кромочной косичкой, вот в дужке, снизу вверх. С одной стороны, сразу за кромочной косичкой, с другой стороны. Вводим иглу за кромочной косичкой вот эти дужки. Если у вас остались протяжки, как у меня от нити, которую мы поднимали, мы должны эту нить вывести на изнаночную сторону. То есть у нас вот эта вот вся часть уйдет на изнанку. И с другой стороны. С одной стороны и с другой стороны. С одной стороны и с другой. Далее вот мы подтянем, чтобы ниточка разровнялась и ничего не стягивало наше полотно. И так далее мы с вами сшиваем шов до самого конца. Далее мы по изнаночной стороне ниточку нашу спрячем. После того, как мы спрятали с вами все кончики, сшили вот такой вот шов у нас получился. Это наша лицевая сторона. Вот так вот выглядит изнаночная наша сторона. Вот такие вот красивые слитки в виде носков у нас с вами получились. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.